Привет, это майор в отставке. Друзья, знаете ли вы, сколько Путин, его подельники, да и в целом режим уже потратили на неоправданную, преступную и захватническую войну в Украине с февраля 2022 года? А сумма, мягко говоря, колоссальная. Они сопоставимы, например, с целым ВВП такой страны, как Финляндия, и даже уже превысили его. Маньяк из Кремля за 3,5 года сжег столько же, сколько зарабатывают целые регионы мира. И вместе здесь уже многого добились. Ну а если брать шире, то сумма сопоставима совокупным ВВП сразу 8 стран. Молдовы, Армении, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, Лаоса и Камбоджи. Я взял так, для примера. Только у них эти деньги идут на образование, медицину, еду и развитие, а он тратит их на убийство. Напомню, если вы вдруг забыли, или если вы не знали, а потом еще и забыли, меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из России. И в этом видео я расскажу вам, как российская власть в прямом смысле сжигает триллионы ваших денег и куда они могли бы пойти в нормальных условиях. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк к нему, поделитесь им, так вы поможете мне и моему каналу. Если вы до сих пор еще не подписаны на этот канал, то сейчас самое время это исправить и подписаться. Итак, поехали. С начала полномасштабного вторжения путинский режим стабильно наращивает военные траты. Официальный оборонный бюджет России, по данным Стокгольмского института изучения проблем мира и Financial Times, вырос с 4,7 триллионов рублей в 2022 году до 10,8 триллионов рублей в 2024 году. Ну а в 2025 уже превысил 15 триллионов рублей. Это около 170 миллиардов долларов, почти 8% ВВП. Но важно понимать, не вся сумма уходит на фронт. В эту цифру входит также содержание Минобороны, там генералов всяких, закупки на будущее и формальная часть так называемого мирного военного бюджета. Что касается непосредственных расходов на войну в Украине, на сами боевые действия, снабжение армии, выплаты контрактникам, мобилизованным, компенсации семьям погибших, восстановление техники, логистику и ежедневное обеспечение фронта, то по оценкам Forbes, Rand Corporation и The Washington Post они составляют от 90 до 130 миллиардов долларов в год. В 2022 году около 70 миллиардов долларов, в 2023 уже 110-120 миллиардов, а к августу 2025 года по сводной оценке западных аналитиков суммарные затраты Кремля на войну превысили 360 миллиардов долларов или свыше 30 триллионов рублей. И это только то, что удалось подсчитать. Эти суммы складываются из данных федерального бюджета, секретных статей расходов, утечек из Минфина, а также расчетов аналитических центров от The Economist до ReRussia и Bloomberg, разумеется. В учет идут цены уничтоженной техники, выплаты контрактникам и мобикам, гробовые, стоимость топлива, снарядов, ротации, ремонта, логистики и доставки десятков тысяч тонн боекомплектов ежедневно. Это не догадки и не пропаганда, это жесткая бюджетная арифметика, холодные расчеты, которые ведут даже в условиях тотальной секретности. И даже они дают устрашающую картину. Но теперь представьте, это только прямые расходы, без учета парализованных региональных экономик и массового бегства бизнеса, исхода специалистов и превращения всей страны в милитаризированный концлагерь, без учета тех убытков, которые несет страна из-за санкций, без учета убитого доверия, замороженных инвестиций, провала развития. Результаты работы не могут нас не удовлетворять, они нас удовлетворяют. Итак, вот основные статьи расходов. Вооружение. Ракеты, дроны, танки, артиллерия, БТР, самолеты. Только на запуск ракет свыше 21 миллиарда долларов, по данным Forbes. Еще 34 миллиарда долларов стоимость уничтоженной техники. По сути, это выкинутые в огонь заводы, металл и электроника. Все в грязь, в пепел и в фарш. Ну а фарш, как вы знаете, тоже занимает немалую статью расходов. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Итак, логистика. Это топливо, боеприпасы, ремонт, снабжение, медпункты, перевозка. Это Ишак или осел? Осел. Как зовут позывной? Анзорик. Позывной Хандорик. Анзорик. Анзорик. Таскает мины нам. Красавчик. Вообще, вот это Россия может. Только эта часть около 100 миллионов долларов в день. Это, на секундочку, больше, чем стоит строительство онкоцентра в какой-нибудь областной столице. Короче говоря, один день войны – это минус десятки спасенных жизней тяжело больных людей. Один день войны – это минус один онкоцентр. А таких дней уже было больше 1000.
Зарплаты и компенсации, выплаты мобилизованным, контрактникам, боевые, гробовые пособия раненым. Только выплаты за погибших оккупантов более 25 миллиардов долларов. И власти уже заранее заложили цену в рублях на смерть каждого мобика оккупанта и контрактника. В общем, расходный материал по ведомости. Далее мобилизация, подъемное, обмундирование, питание, обеспечение мобиков. Миллиарды ушли напрямую из региональных бюджетов. Но вот что интересно, губернаторы тогда попрошайничали бронежилеты через школьные чаты. Z-волонтеры тогда собирали на каски для своих орков, пока Минобороны воровала на поставках. Ну, может, в данном случае воровство, но и к лучшему. Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что? На поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса, на нас самих, на любимых и родных. Еще одна жирная статья расходов – это оккупированные территории, дороги, администрации, выплаты новым гражданам, расходы на пропаганду. Путин лично заявлял тогда, что на восстановление Донбасса и прочих захваченных регионов уйдет более 4 триллионов рублей. Эти деньги прячут в бюджете под расплывчатым названием «специальные инфраструктурные проекты». И все это на территории, где продолжаются бои. То есть строят, чтобы завтра снова разбомбить. Ну и внешняя политика, подкупы союзников, зерно, топливо, оружие в обмен на ручное голосование в ООН. Деньги летят в Венесуэлу, Африку и, разумеется, в Северную Корею. Происходит еще списание долгов. Так Путин за последнее время простил нескольким только африканским странам долгов на 20 миллиардов долларов. Анголе, Эфиопии, Алжиру и Ливии. Кремль расплачивается за фантомное влияние, которого у него уже давно нет. И это только то, что можно оценить. Пощупать. Только то, что хоть как-то заметно. Реально сумма, скорее всего, выше, намного выше. Потому что в путинской экономике всегда есть еще одна статья расходов. И она главная и самая защищенная, самая бездонная. Называется она воровство. Но теперь просто задумайтесь, куда бы могли пойти все эти 30 триллионов рублей. Деньги, которые Путин буквально вырвал из ваших карманов и сжег в огне войны. Можно было бы построить 1000 современных больниц мирового уровня по всей стране. Не на бумаге, а на деле. Не в отчетах, а с оборудованием, врачами, транспортом. Каждая область получила бы свой медицинский центр с передовым оборудованием, достойными зарплатами для врачей, которые можно было бы поднять до 200-300 тысяч рублей в месяц. Бесплатными лекарствами для всех хронических больных и пенсионеров. Была бы полностью реформирована, например, скорая помощь. В стране можно было бы нормально развить санитарную авиацию, а сотни тысяч людей ежегодно получали бы шанс на жизнь. Также на эти деньги параллельно можно было бы реконструировать или построить заново до 10 тысяч школ и университетов не по стандарту там урна с ведром, а с лабораториями, спортзалом, бассейном. Высшее образование могло бы быть полностью бесплатным и доступным, а зарплаты учителей были бы на уровне IT-специалистов. Россия получила бы свой собственный аналог Оксфорда. Вместо очередного потерянного поколения страна получила бы миллионы грамотных и мотивированных молодых людей, а не пушечное мясо в окопах. А еще этих денег хватило бы на высокоскоростную железную дорогу от Калининграда до Владивостока, на полную модернизацию всех федеральных и региональных дорог, а это около 1 000 000 километров. Можно было бы обновить весь парк вагонов и локомотивов РЖД и метрополитена в крупнейших городах, проложить магистральные газа и водопроводы в села и малые города. Это дало бы миллионы новых рабочих мест, огромный толчок экономики и совершенно другой уровень жизни. На эти деньги также можно было бы построить от 10 до 15 миллионов квартир для молодых семей и переселить людей из аварийных домов и бараков. В 3-4 раза увеличить жилищное строительство, субсидировать ипотеку до 1-2% годовых и, наконец-то, запустить настоящую программу «Доступное жилье», а не ее убогую имитацию. Результат – снижение депрессии, повышение уровня рождаемости и надежда для миллионов семей по всей стране. Эти триллионы позволили бы поднять пенсии до 60-80 тысяч рублей в месяц, обеспечить пожилым людям достойное медицинское обслуживание, бесплатное санаторное лечение и нормальный уход. Вместо домов престарелых, похожих на концлагеря, можно было бы создать целую сеть современных центров с человеческими условиями, вернуть уважение к старикам, социальное доверие и радикально снизить бедность.
Также на эти деньги Россия могла бы масштабно внедрить зеленую энергетику, например, очистить страну от мусора и свалок, создать мощную цифровую экономику, независимые IT-технологии и собственную микроэлектронику, возможно, даже. Страна получила бы шанс на новую индустриализацию без войны, без крови и позора. Можно было просто не начинать эту бессмысленную преступную войну. Просто не убивать десятки и сотни тысяч людей, не калечить миллионы судеб и не превращать Россию в страну изгоя. Россия в конце концов не попала бы под санкции, спокойно продавала бы свою нефть, газ. Вы могли бы также продолжать свободно ездить в отпуск по всему миру, пользоваться банковскими картами. Был выбор. А можно было вообще начать экономические реформы еще в начале 2000-х годов и не пытаться удержаться за власть. Вовремя уйти и остаться бывшим президентом, а не становиться несменяемым и невменяемым куском дерьма, вором, убийцей и военным преступником. Но Путин сделал свой выбор, в том числе и за вас всех. Но слишком дешево выходит, видимо. Сжечь 30 триллионов рублей и остаться у власти уже недостаточно. Теперь Путин готовится к следующей мясорубке. По данным украинской разведки, только на перевооружение армии в следующие 5 лет, то есть до 30 года, он собирается вбухать еще 1 триллион долларов. Это около 90 триллионов рублей. Цель – не восстановление страны. Цель – подготовка к следующей войне с НАТО. Кто ведет себя агрессивно? Вот в этом же основа политики в сфере обороны и безопасности. Да, вы все правильно поняли. Пока вы мечтаете о мире, он уже планирует следующую войну. И опять за ваш счет. И не забывайте, сколько смертей и разрушений этот человек уже принес Украине. Разрушенные дома, целые города стерты с лица земли, сотни тысяч убитых. За все однажды также придется платить. Путин обеспечил каждому россиянину еще одну статью расходов на будущее, на десятилетия вперед. Даже если война закончится хоть завтра, рано или поздно за восстановление украинских городов, за тысячи убитых и покалеченных придется платить. И этот счет никуда не денется. Это называется репарации. Восстанавливать украинские города, отстраивать больницы, ремонтировать инфраструктуру, выплачивать компенсации. Это все тоже ляжет на плечи всех. И тех, кто сегодня молчит и отворачивается, и тех, кто радуется новым присоединением. Определенное количество рублей будет браться из вашего кармана годами, а все благодаря этому ничтожеству. Поэтому еще раз скажу, если вы имеете отношение к силовым структурам России и имеете возможность дотянуться до этого человека, сделайте то, что вы должны сделать по долгу службы и в соответствии с присягой, которую вы давали гражданам своей страны. Избавьте страну и мир от этого чудовища любым способом и остановите эту войну. У меня на сегодня все. Делитесь вашими мыслями и вопросами в комментариях. Самый интересный из них будет мной закреплен вверху. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Также не забывайте подписываться на мои соцсети. Ссылку также найдете в описании. Если у вас есть важная информация, в том числе о коррупции руководства силовых органов или о готовящихся преследованиях в отношении кого-то в России, можете поделиться ей со мной. Как это сделать безопасно, вы можете узнать в моем телеграм-канале. И как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.